Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Мы Виталий и Лада. Сегодня мы на Академгородке в Киеве. Не секрет, что в Киеве найти работу проще и заработки здесь выше по сравнению с другими городами Украины. И поэтому многие люди задумываются над тем, чтобы переехать жить и работать в Киев. Мы сами точно так же переехали в свое время, долго жили по разным райончикам Киева, поэтому хорошо их изучили. И хотим вам показать эти райончики, что тут есть, плюсы, минусы. И поскольку мы сами жили на съемных квартирах, мы очень хорошо знаем сам процесс аренды, какие могут быть подводные камни, поэтому мы вам расскажем немножко и об этом. Сегодня мы будем рассказывать про район, который находится в радиусе 3 километров вокруг станции метро Академгородок. Сюда входят Беличи, Новобеличи, ну и, собственно, сам район Академгородок. Мы расскажем про транспортную инфраструктуру, про школы немножко, про магазины. И самое главное, мы расскажем... И на удивление можно снять очень дешево квартиру, даже дешевле, чем в Ирпене у нас. Но, конечно, эта квартира будет убита, с убитым ремонтом. То есть старые квартиры в старых домах можно снять от 5500 гривен до 8. То есть, если в Ирпене начиналось от 7000 гривен, то здесь от 5500. Ну, да. Видимо, причина в том, что здесь очень старый жилой фонд. Да. Дома в основном были построены в 80-х годах прошлого столетия. Во многих квартирах с тех пор не делался ремонт вообще, поэтому, скорее всего, за 5500 вы получите какой-нибудь ужас, я думаю, с таким с конкретным запахом. Ну, возможно, не такой ужас. Знаешь, если денег нету и в Киеве надо жить, то я думаю, это вариант неплохой. Но хорошие в таких домах, мы сейчас стоим возле нового микрорайончика, здесь новые дома с новыми ремонтами, здесь будут квартиры уже стоить от 11-12 тысяч гривен в месяц. Еще нужно учитывать удаленность от метро. Мы сейчас находимся достаточно далеко от метро, это улица Обуховская, и если пешком отсюда идти к метро, то это займет больше 20 минут. Я думаю, даже полчаса таким медленным ходом. Все эти факторы будут сказываться на цену. Да. Как договоритесь, надо искать просто на OLX, на Лун, сайт Лун есть очень хороший, тоже там можно найти квартиру. Посмотрите, какое здесь прекрасное озеро рядом. Это большой плюс вообще этого всего района, то, что здесь природа рядом. То есть это не урбанизированный такой район, а он немножко уже на природе. Но я бы с тобой не совсем согласился. Дело в том, что природа здесь находится на самом краю района, а если мы подойдем ближе к метро, то там, в принципе, даже парков и скверов практически нету. Там все дома, какие-то проспекты и даже газоны не стриженные, не ухоженные. Я бы не сказал, что эстетически этот район слишком красивый, но... Да, нам после Ирпеня это кажется, конечно, чем-то немножко недоделанным, да. Но есть большие плюсы в районе Академгородка в том, что метро, конечная остановка метро, позволяет вам за полчаса добраться до центра и за минут за 50 добраться на левый берег. Ну и маршруткой вы можете добраться в очень многие части города без пересадок. Очень удобно. И еще есть такая возможность здесь добраться в ближайшие городки. Здесь уже конечные остановки маршрута, которые идут в Ирпень, Бучу, Немешаево, то есть во все городки. И еще есть электричка. То есть если немножко пройти на станцию Новобелич, это недалеко. То есть можно сесть на электричку и уехать дешевле. Огромный плюс – это транспортная инфраструктура, которая позволит вам добираться на работу туда, куда вам нужно, достаточно быстро. Десерт Наполеон. Вместо того, чтобы его куском... Да, первый раз такое вижу, так интересно. Да, сейчас попробуем.
Вообще тут уютненько. Смотри, какие диванчики. Жалко, нам не хватило места. Он как Мне крем. очень нравится эта кафешка. Ты снимаешь меня, сам ешь. Ему очень вкусно. Кстати, насчет пробок. Пробки здесь есть. Вот возле... И очень хорошие. Потому что Академгородок это Ну да. все-таки часть Киева, а улица Палладина возле метро Академгородок это часть большой окружной дороги. И поток машин, опять же, из-за города утром и в обратном направлении вечером. И вообще здесь проходят все маршруты и пути, которыми люди ездят по Киеву. Очень важная информация для тех, кто живет за городом. На Академгородке возле метро устроили перехватывающую парковку для автомобилей, приезжающих в Киев из пригородов. Перехватывающая парковка стоит на сутки 25 гривен. 25 гривен. Да. Удобно. Но если вам нужно поставить автомобиль на час, то цена начинается от 10 гривен. Мы хотим именно проверить, как работает эта парковка, сколько стоит, что здесь. Так, 1 година 10 гривен. Здравствуйте. Мы хотим на часик поставить. Мы становимся, а потом, когда выезжаем, оплачиваем. Понял. Вы никакого чека нам не даете? Сейчас или потом? Куда становиться? Где нам нравится. Все, понял. Спасибо. Где нам нравится. Мне нравится вот здесь, потому что выезжать будет легче. Ух. Тут, Да, конечно, неровное место конечно. чуть-чуть. Вот вы смотрите, какие перепады на парковке. Если низкий клиренс, то можно и зацепить днищем. То есть надо быть аккуратным. Вот такая квитанция. Здесь написано марка машины, номер, госномер. И мы пошли гулять. Прогуляем 2 часа, заплатим за 2 часа. Кстати, 2 часа 20 гривен. А за месяц можно и на месяц поставить, 700 гривен. Парковка находится прямо возле метро на территории бывшего рынка Троицкий, который сейчас разрушен. В данном случае очень Мы удобно. так вот ездим всегда. Что еще нужно знать, когда вы арендуете квартиру в Киеве? Вам надо иметь деньги за 2 месяца. То есть первый месяц, последний месяц полностью. И половина стоимости от месяца квартиры – это плата риэлтора. То есть если вы снимаете квартиру за 8 тысяч, 4 тысячи вы должны отдать риэлтору и 8 тысяч за последний месяц. То есть в результате у вас получается 20 тысяч. Ну, это понятно, один раз вы так платите, а дальше уже вы платите по 8 тысяч в месяц, плюс коммунальные. Коммунальные всегда оплачиваются отдельно. Оплата за последний месяц, чтобы вы знали, это залоговая сумма. И Ну, иногда знаете, очень удобно. У нас были моменты, когда мы съезжали просто с квартиры, и мы были очень рады, что у нас последний месяц оплачен. Проплаченный, Да, да. да. Это уже как бы через там несколько лет, и ты уже забыл за эти деньги, но они Да. у тебя есть, и тебе надо съехать и последний месяц прожить, то есть удобно. Когда вы ищете жилье, вы заходите на какой-либо сайт, на OLX или на Лун, находите объявление с квартирой, которая вам понравилась, скажем, по цене. И если вы нашли, например, что квартира на Академгородке стоит 5500 за месяц, то мы вам хотим сказать, что скорее всего такой квартиры Не ведитесь сразу. либо ее не существует, либо вам скажут, что она уже сдана. Это замануха, так называемая, для того, чтобы вы позвонили этому риэлтору, И потом сняли квартиру там за 8 тысяч, Да. ну какая Они вам реальная цена, да. скажут, что той квартиры уже нету, но предложат вам другие варианты, естественно, подороже. Какие могут быть опасности подстерегать вас при съеме квартиры? К примеру, есть такие варианты кидалова, это когда пересъем, двойной пересъем квартиры, когда вы имеете дело с человеком, который сам арендовал эту квартиру на несколько дней, или, скажем, арендовал даже ее на месяц, но пересдает на более длительный срок, и для этого просит у вас большую предоплату за несколько месяцев. А сам он не хозяин, поэтому он как бы берет у вас деньги и исчезает. В этом случае надо обязательно проверять документы. Документы хозяина, да, Да. чтобы был хозяин, Хотя который... бы платежку на его имя, его паспорт, и хотя бы платежку за квартиру на его имя. Да, чтобы вы были убеждены, что вы имеете дело с хозяином. Ну и при этом обычно
Все это происходит через риэлтора и оформляется какой-то какой-никакой, но договор. Здесь есть школы. Если у вас есть дети, по-моему, мы насчитали... Здесь даже есть школа. Мы насчитали здесь около 8 школ вот в этих 3 районах: Академгородок, Беличи и Новобеличи. Это разные школы общеобразовательные, там какие-то еще и гимназии есть. Здесь есть около 16 садиков. Ну, я думаю, все равно на всех не хватает, как и по всей Украине, со школы, садики, это, Да. ну, вообще, ну, Это такие проблема, да. бесплатные, это всегда, да, по сложности, то есть, но есть они. Да. Здесь есть 2 поликлиники, взрослая и детская. И даже рядом в соседнем районе на улице Верховинной есть больница, там даже онкологический диспансер и есть психоневрологический диспансер. Ну, да, То есть, самые такие. Какая-то медицина здесь есть, если что, вам Если вы помогут. заболеете, помощь есть. Если вы сойдете с ума здесь, тоже помощь есть. Так что можно Так что пить, можно приезжайте, друзья, переезжать. вам помогут, да. Живешь здесь, на Академгородке? Я тут живу. Тут живешь, тебе тут нравится жить? Да. Все есть, что нужно. В школу В садик ходишь? ходишь или в школу? Куда Нет, ты в ходишь? школу. Какой класс? Третий. Ты в какую школу? А, 50. 10? У вас там сколько учеников в классе? Нас 21. 21 ученик. Нормально. Это, то есть, класс не переполненный у вас, да? И второй смены в школе нету. Вечером никто не приходит, да? Ну, отлично. Дал Спасибо. интервью. Как тебя зовут? Андрей. Андрей нам рассказал про школы. Смотрите, оказывается, школы не переполнены на Академгородке. Конечно же, здесь есть супермаркеты. Возле метро самый крупный супермаркет – это Новус. Он совсем недалеко находится. Это если что касается пищевых супермаркетов. И есть еще по райончику несколько сельпо разбросаны там, здесь. Ну и само собой мелких магазинчиков Рыночки, да, и мелких есть. рынков тоже Мелких. хватает. То есть с едой проблемы здесь купить Еще, не будет. еще есть здесь ярмарка. Вот именно в этом районе каждую пятницу устраивается огромная ярмарка, даже пробки за нее здесь. На Новобеличе. На Новобеличе. А, Да, ну- там привозятся, то есть там есть домашнее все, очень хорошее молоко, творог, там, мясо домашнее, очень и все дешево. То есть все бегут сюда вот на эту ярмарку, даже с других районов приезжают сюда. То есть это как Ну, причем не только каждую пятницу, а каждую среду и пятницу, там 2 раза в следующее. неделю. Да. Смотрите, чем славится Академгородок в плане торговли? Это секонд-хенды. Да, вот это как Прямо раз, да. возле метро жуть как много магазинов Да. с секонд-хендом. Даже огромные. Со вот всего самый- города все знают, что в секонд-хенд надо ехать на Академгородок. Здесь огромные Баул, так и Да. называется. баулы. Баул магазин. Не как ангары для самолетов, такие Да, большие огромные. эти И там секонд-хенды. действительно, вот если успеть там на привоз, можно что-то купить по нормальной дешевой цене. То есть Ну, и люди эксклюзивно. приезжают, да, покупают. А потом даже перепродают эти вещи на На одежном рынках, рынке. там, Если- скажем, на дорынке, да. Мы такие моменты замечаем. По поводу строительных супермаркетов или каких-то бутиков с эксклюзивной одеждой. От Академгородка в 2 километрах находится торговый центр «Лавина», где все есть, торгово-развлекательный центр, в котором все Да, там бренды очень много. представлены, все магазины электроники, Комфи, Эльдорадо, Фокстрот и всякое прочее. То есть И одеться вы здесь можете. рядом Эпицентр и Ашан еще На там. Святошино очень хороший рынок на метро. Вещевой Святошино, рынок. вещевой рынок очень хороший, то есть И территория низких большой, цен тоже, да, тоже Есть еще, вещевой. да, территория низких цен тоже. То есть если вы хотите одеться, то здесь, в общем-то, неплохо. Альтернатива только лесная. Да. Э, В Киеве есть еще очень большой такой хаб, Да, где есть там, тоже конечно. секонд-хенд и всякая продажа одежды. Это метро Лесная на левом берегу. Отсюда очень далеко, это противоположная часть города. Поэтому правый берег едет на Академгородок за секонд-хендом, по крайней мере. Здесь есть Макдональдс возле Новуса, прямо тоже недалеко от метро. Но есть еще масса всяких мелких забегаловок. Их просто бесчетное количество, и они находятся прямо возле метро. Здесь, кстати,
Я насчитал 8 выходов из метро на улицу. Получается, выходы есть на 4 стороны вокруг перекрестка. И причем с каждой стороны перекрестка есть по несколько выходов, поэтому заблудиться, заходя и выходя из метро, очень просто, да. Спасибо вам огромное. Спасибо. Так вот, мини-шаурма в Сеньор Доннер. Сейчас попробуем. На самом деле вкусная шаурма. В Турции эти доннеры их немножко суховаты, как по мне. А здесь такая сочная, пропитанная. Мясо мягкое. В общем, мне у нас больше нравится. Хотя цена практически одинаковая. Что в Алании, возле моря, что у нас здесь на Академгородке. Отсутствие парков в самом микрорайоне, по идее, должно компенсироваться вот этим лесом, который уже за пределами микрорайона, за озером. Очень большой, просторный, прохладный, густой лес, настоящий лес за озером. То есть, если кто любит гулять на природе, это очень хорошее место, то есть хорошие возможности, можно покататься на велосипедах. Видите, люди сюда заезжают машинами, здесь оборудованы беседки, Пахнет даже есть. шашлыком. Да. Сегодня выходной день. Все Такое на ощущение, природе. что весь микрорайон сюда пришел сейчас. Ну и вот, можно сказать, что это единственное место, где на природе можно потусоваться на Академгородке. Смотрите, оказывается, здесь есть еще мотузковый парк, то есть веревочный парк с аттракционами, то есть можно лазить по деревьям, как обезьяны, дети это очень любят. А вот и веревочный парк. Прокат велосипедов, прокат лодок и вообще всяких плавательных засобов. Так, смотрите, написаны подробные цены по прокату. Значит, прокат велосипедов 70 гривен за час, а за сутки 200 гривен. И на выходные 250 гривен в сутки. Вот такие велосипеды здесь сдаются на прокат. Мангал 100 гривен, с лавочками 250, с лавочками и мангалом 300 гривен в день. Мгм. И можно это все забронировать за 50 гривен. Вот, и аренда тента, палатки можно даже взять такой 3 на 3 метра, 100 гривен, да. А не знаю, вот этот вот байк тоже в аренду Не сдается? знаю, наверное, Или это когда просто приехал. кто-то припарковал? Смотрите, как здесь борзеют создатели этих альтанок. Построили такая, ну, конечно, симпатично, все, можно сидеть, но 850 гривен. Мне кажется, это уже слишком. 850 гривен. И вот они поставили таких альтанок здесь немало. Друзья, на этом мы будем заканчивать свое сегодняшнее видео. Хотим пожелать всем, кто надумал переезжать в Киев, ничего не бояться, брать и делать то, что вы задумали, потому что это может в корне изменить вашу жизнь к лучшему. А мы постараемся вам в этом помочь. Мы еще снимем все районы, насколько сможем, всего Киева, показать, где какое жилье. Так что оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока.